Привет, друзья! Я вырвался сегодня на рыбалку. Погода не очень, конечно же. 2 дня назад было тепло, тихо, все хорошо. А сейчас не очень. Ну не остановишь, очень чешутся руки. Хочется поймать сазанчика, потаскать его. Уже всю зиму засиделся. Ну, вы, в принципе, меня понимаете в этом вопросе. И сейчас я, в принципе, взял с собой 2 фидера и 1 удочку. Здесь вот такой затишок. Выбрал самое место, где нету ветра. Если вы видите, сильный ветер 18 метров в секунду. Утром был -1. Сейчас, в принципе, солнце светит, но так прохладно. Не знаю, будет ловиться, не будет ловиться. Блин, авантюра. Но за зиму засиделись, наверное, все вы. И поэтому вы меня поймете, я вырвался на рыбалку. Хочу хоть какого-нибудь карпика потаскать и, в принципе, отвести душу. Так что задача на сегодня поймать карпика, потаскать его, отпустить, утопить, но главное отвести душу именно вот на рыбалочку, как говорится. Наконец-то выбрались. Ветер очень сильный, за звук сразу извиняюсь. Как могу, выведу его на видео. Но, в принципе, сами видите, ветер не остановишь. Я встал, чтобы с бугра ветер дул сюда, и все равно он даже здесь дует хорошо. Это вот, в принципе, самое тихое место вообще на пруду. По пруду заезжал, и я вам сейчас кадры следующие покажу. Где-то треть пруда вся вот во льду еще плавает. Где-то половина или треть она плавает. Так что, в принципе, трудовая рыбалка прямо вот ранней весной. Вот таким льдом встречает нас пруд. Но видно, что лед отошел от берегов, что очень радует. И вдалеке видно, что лед покрывает не всю площадь пруда, а вот именно здесь, ближе к плотине. Вот останавливаюсь специально, чтобы вам показать. Аж холодно внутри стало. Но, в принципе, приехал, так что надо ехать и ловить. Поэтому сейчас проеду плотину, покажу вам, еще раз развернусь, что на пруду еще присутствует именно лед. Вот, как раз он отошел от берегов, но посередине он плавает. Это всего лишь треть пруда. Дальше будет интереснее, потому что, проехав чуть-чуть дальше, я увидел, что вот пруд только вот ближе к плотине стоит во льду, а уже середина открытая, она большая часть середины открытая, если вы видите. И вон там вдалеке, влево уходит Усынок, он тоже закрыт льдом. То есть, получается, Усынки закрыты льдом. И где-то, получается, 1/3 пруда, она закрыта была. Это данные на вторник. Но я еду, в принципе, не в Усынок, в другой, который уже разогнан лед. Хозяин позаботится об этом, чтобы открыли. Вот как раз мой Усынок, он без льда. Так что погнали, сейчас фидера раскладываю. Прикормочку я уже замочил. Буду ставить чеснок. И буду сладкую одну ставить. Ну и, в принципе, начну я, естественно, с червя, а потом дальше на бойлики перейду. Так, друзья, я вот навел прикормку, вот купил какую-то с чесноком, карась чеснок. Вот, чеснок всегда хорошо работает. И у меня с того года остался, здесь вот получается клубника, вкус клубники, мельбури и ананас вот желтенький. Ну, в общем, сладкий запах тоже на виду. Это для фидера. И также я буду прикармливать, закидывать. У меня осталась с зимы такая зимняя прикормка. Сейчас покажу. Вот универсальный бетаин. Я буду, в принципе, она лепится, так как она влажная. Я буду ими комочками прикидывать, закидывать. Это будет для удочки. Вон там камыш у меня есть, вон там. И я буду тогда ставить удочку и закидывать туда, в принципе, прикормку. Ну что, давайте сейчас я тогда замешаю. Мешаю я очень просто. Всегда. Мне нужно для этого, в принципе, минимум только 2. Камышины нету. Сейчас сорву веточку. Опа. Любую траву, для того, чтобы руками не лазить. Сразу навожу первым прикормку, чтобы она напиталась, к замешиванию была готова. Я вот всегда делаю одну и ту же операцию. Вот эта экструдированная прикормка, видите, она такая, это миненковская.
Вот, она должна напитаться, она воду прям всю впитает в себя. В принципе, вся прикормка, которая делается для фидера, она очень хорошо питает, поэтому много тоже нельзя, но если вы чуть переувлажнили, ну дайте ей чуть настояться, она все впитает. И если вы понимаете, что слишком много добавили, ну, добавьте еще туда. Она влажность на себя возьмет. Сейчас вот тоже много, чуть-чуть добавил. Сейчас добавлю. И влажность вот она заберет на себя лишнюю. Можно регулировать. Скажете, почему так много? Ну, сейчас еще рыба не проснулась, я не хочу ее кормить сильно. Буду только на флетмедной кормушке сажать. Все, напитывается. Я пошел собирать удилище. Так, друзья, первым оснащаю удочку. У меня все катушки фидерные. Я их, в принципе, принципиально, у меня все фидеры, нет отдельной там для удочки. Вот. И что я делаю? Я вставляю эту леску. Вот, видите, вот, в принципе, она стоит. Вот фидерная катушка. И на конце делаю петлю. Вот петля. У меня уже удочка подготовленная. И у меня удочка вот, она на такой, как говорится, намотана на бобине. И я сейчас ее смотаю. И монтажом петля в петлю я оснащу удочку. Когда мне нужна флетовская кормушка, то я в эту петлю ставлю флетовскую кормушку. Когда мне нужна удочка, я буду делать удочку. Вот видите, сейчас вот петля в петлю. И вот у меня здесь оснащение удочки. Я вставляю и пользуюсь ей как удочкой. Ну это... Чтобы не привязывать ее наглухо, я удочками редко ловлю очень. И провдеваю, в принципе. И у меня получается, когда нужна удочка, катушка на удочке стоит. Когда нужно фидер, на фидере она стоит. Небольшие вот такие. Я думаю, многие так делают. Ну, кто не знает, ребят, это для вас. Вот, также вот у меня вот 2 крючка, свинец обычный, но у меня необычный поплавок, он здесь отгружен. Именно вот здесь груз стоит, я его закидывать могу. И он крепится у меня 2 стопорами вот здесь. Если мне нужно, я глубину выше ставлю. Если нужно, пониже ставлю. Этот вообще поплавок для дальнего заброса, и он может далеко лететь, где-то метров на 10-15, если нужно закидывать. То есть вы ставите стопор верхний туда дальше, поплавок вот здесь ближе к грузу, и когда он уже тонет, груз, вот так поплавок поднимается до верхнего стопора. То есть на фидерах это используются поплавки обычно, где большие кольца, побольше, чем на удочке. Так что вот такая. И буду сюда насаживать, оснастка такая. Так что вот такая оснастка. И сейчас я буду сюда насаживать червячок. Поехали, червячок. Так, крючки у меня тонкие, они 100% под какую-то там мелкую белую рыбу, но это же удочка все-таки у меня. Если нужно будет, у меня есть удочка, оснащенная карповыми крючками. Я тогда, если эти крючки не будут справляться, в принципе, поставлю. Ну вот, не знаю, 10, наверное, крючок. И вот открытый жал. Я всегда оставляю открытый жал. Так улучшается засекаемость. Карпы его этого не видят. В принципе, открытого жала не пугается совершенно. Чтобы не было никаких суеверий, вам на всякий случай говорю, что карпу это безразлично. И вообще рыбе безразлично ваше жало. Любой. Если она клюет, то она клюет. А если не клюет, то не клюет, то не из-за того, что жало там ваше открыто. А что-то вы не нашли подход какой-то к рыбе. Ну и в принципе на один я прибью опариком на одном крючке, а один будет чисто на червя. Вот удочку я оснастил. Сейчас буду закидывать, мерить глубину, что как. И в принципе вот туда буду ставить. У меня там тихая заводь, камышек. Хочу туда.
попробовать. Так, какая-то вещь вон поплавок водит. Сейчас вон... А, вот, притопила. Поклевочка у нас первая. Так, ребят, у нас первая поклевочка. Он повел. Оп, есть. Ха-ха, есть. Не знаю, что за херня. Извиняюсь за жаргон. Кто здесь клюнул? Но мы его ждем. Всю жизнь, всю зиму ждали. С наветренной стороны почему-то. Там, где ветер, он стоял, клюнул. О, малыш. Малыш. Ну что, друзья, я сезон свой открыл с небольшого малыша. Офигенно. Ну что, сезон считаем открытой холодной воды. Сезон. Вот он. Ну, здесь где-то грамм 700. Блин, ну после зимы, да, офигенно. Мне нравится. Ну что, ловим дальше. Ну ладно, первого надо отпускать. Оп. Ну что, отпускаем. Ой. Давай. Плыви. Давай. Оп. Я также делаю петлю. Вот, смотрите, вот петля. И туда дальше я хочу закинуть тоже червя с опарышем вот на такую народную оснастку. Потом я ее поменяю, когда сейчас половлю. Если пойдет клев, то в принципе я буду экспериментировать, менять все и насадки, и кормушки. Потому что ловить на одно и то же неинтересно мне. А сейчас пока делаю народные оснастки. Не классическая ловля сегодня, так как ранняя весна, и все-таки карпик будет, мне кажется, если клевать, то будет на животные насадки. Вот. Но здесь у меня карповые такие крючки, просто маленькие. Я поставлю на один крючок опарыша, а на другой крючок я поставлю червя. Вот. Есть. У меня два вида опарыша, белый и красный. Цвет иногда для рыбы важен, но не всегда, но иногда. Поэтому я поставлю два. А когда рыба расклюется, в принципе, будет уже не важно, какого цвета. И на второй крючок я поставлю червячков. Давайте, где вы там есть, червячки? Вылазите. Вас именно рыбка по весне любит. Я заметил, что с нагреванием воды пристрастие в корме у рыбы меняется. Многие там профессиональные карпятники презирают там на червя ловить, но они ранней весной это и не едут. Они ждут, пока прогреется уже. И уже когда прогрелся, едут на бойл ловят. Конечно, когда прогревается вода, карп переходит на другую систему питания. С моей точки зрения, он уже не животные предпочитает, а такие зерновые, бойлы жрет, все остальное. А когда холодная вода, он в принципе жрет именно мотыль, животные червя там, насадки. И также иногда люди на спинку ловят по холодной воде. И это говорит только о том, что он жрет малька активно. Так, ну и в принципе, прикормка даже суховатая получилась. Ее можно доувлажнять, но я не буду. Мне нужно, чтобы она сразу выпала из кормушки и привлекла рыбу. Она когда фидерная прикормка ложится на дно, она начинает как гейзерить, там вот так вверх-вниз сухие частички подниматься. Вот поэтому мне нужен вот этот эффект гейзера. Пусть она лучше, пускай немного влажновато будет. Вот. Ну что, погнали.
Ребят, я сменил точку лова и сразу получил поклевку в течение 5 минут. Вот что значит ранняя весна, нужно менять точки и искать карпа именно пускового. Почему-то клюнул в самом глубоком месте этого усылка. Вот, вам покажу. Ориентировочно кило 200, кило 300, хотя кажется таким маленьким издалека. Но все равно приятно потаскать карпика ранней весной. Сейчас я его хочу освободить и показать. Ну вот он. Блин, да классно. Для первого открытия. Вторая поклевка моя. Вот поближе. Чешуйчатый. Опаньки. Поклевка. Ух ты, карп куда ушел. Отлично. К концу дня порадовал карпик. Сопротивляется очень хорошо. У меня там леска 0,18 стоит. Сейчас посмотрим, как он будет издеваться надо мной. Потому что очень боязно вытаскивать его. Это же... Вот он. Идет, идет. Ух ты. Странно, он клюнул задом. Дружище, я не знаю, как так можно. И за хвост, и за рот, что ли? Обалдеть. Такой странную рыбу я поймал. По странным способам. Ну что, карп не активен. Наверное, только реагирует на движение. И вот как раз на движение он и среагировал. Начал, получается, тащить, он кинулся жрать. Ну, подходил хозяин, сказал, снег будет завтра. Не мудрено, что он еще вот на движение, именно на животные насадки реагирует. Вот как раз вот такой карпик. Покажу издалека. Ну, не знаю, здесь килограмма 1,5. Но я все равно доволен. Даже этой поимкой. Ну, еще часок побуду и поеду домой. Половлю. Вот. Ну, ветер прям дурячий весь день стоял. Холодно, реально. Северный ветер, северо-восточный. Ну что, закину дальше удочку. Может, что-то клюнет. Итак, друзья, вечереет. Сейчас уже около 5 часов. Задул еще сильнее ветер, еще холодней. Северный ветер, северо-восточный такой дует. Сейчас, в принципе, целый день было где-то 6 градусов. Я утром ехал, был -1, сюда приехал. Ну, в принципе, погода сильно изменилась. Здесь 2 дня назад люди обловились. Ровно 2 дня назад здесь было 16 градусов тепла. Запустили свежий запуск, и люди вот напротив, здесь вот мостики стояли, все поймали. Самый большой мостик поймал килограммов 15, наверное, карпа. Что они там с ним сделали, отпускали или там забирали, меня уже не касается. Но, в принципе, ехал тоже половить свежего карпа, чтобы унять свой зуд, да, то есть вы также всю зиму сидите и ждете, когда же этот сезон придет. Ну, в принципе, не удержался и тоже я поехал. Вот такая заводь на открытие сезона, с моей точки зрения, мне самая лучшая. То есть на основной части еще лед плавает, третья часть покрыта льдом. А вот в таких вещах, где вот зарыбили, то и немного прогревается мелководье, то, в принципе, можно ловить. Ну и, в принципе, что могу сказать? Для того, чтобы унять зуд, такие заливчики подходят идеально по весне. Я поймал 3 карпика от 700 до 1,5 килограмм. В принципе, ну, немного по сравнению с тем, что люди до этого наловили, но я доволен. Зуд унял, поймал.
И теперь еженедельно буду ездить на рыбалку. И, в принципе, показывать вам, как, на что ловлю. Подписывайтесь, друзья. В принципе, на такие снасти я недолго ловлю, пару рыбалок, и потом уже перехожу на бойлы, на карповые, уже профессиональное, там полупрофессиональное оборудование, и ловлю с удовольствием карпа. Все только начинается, все будет в этом году, все впереди.